Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что случится? Что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, придет в вашу жизнь или на ваш порог? Цыганский старинный пасьянс – события ближайших дней. Что буквально со дня на день произойдет или будет в вашей жизни. И цыганский старинный пасьянс – это именно больше о событиях, без ненужной философии нам показывают карты, демонстрируют, что же там может произойти или случиться. Вот давайте узнаем, с чем будут связаны эти события, с кем. Конечно, будем реалистами, потому что любой прогноз – это общий прогноз, а мы все разные, и судьба у каждого своя. Однако искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все же получите. Итак, смотрим, что же там случится, произойдет, что будет со дня на день буквально. Ну, где-то это у нас, считайте, сейчас середина января, может быть, неделя или две, плюс-минус, мы все разные, у каждого как-то будет явно по-своему. Итак, что же там за события? Пока не вижу совпадений, пойдем дальше. Мгм. Маска. Маска нас тут заставляет задуматься, потому что не все честны и откровенны. А может быть, это вы где-то чувствуете, что это вам сейчас нужно маску за пазухой иметь, потому что вот именно кому-то не доверяете. Или есть какая-то тема, которая просто даже заставляет вас быть осторожными. Поэтому на всякий случай, как я говорю, маску за пазухой нужно иметь. Мы ведь часто можем сталкиваться с такими людьми, самыми разными, да, и не обязательно, если, к примеру, нам кто-то что-то говорит даже очень приятное, да, мы, как правило, так немножко, ну, подраскисли, согласитесь, нам приятно это слышать, и у кого-то получается усыпить наше внимание. Но сказать, что мы тут кому-то что-то доказываем, понятно, нет, но тогда самое правильное эту маску тоже как будто одеть и наблюдать. Ведь маска, по сути дела, это наблюдение. Может быть, и карты пасьянса вам дают совет: наблюдай, анализируй. Радость, мои дорогие, тем не менее, выпадает у вас. Венок. И понятно, тут эта радость, она либо это сведения какие-то, либо дело какое-то получится у вас совершить. Может быть, это буквально вас что-то вдохновляет, что-то радует, но все-таки замечтаться никак нельзя. Вот смотрите, не сказал бы ж так вот, что расслабишься, правда? Тут и правда на самом деле нужно больше наблюдать, нежели что-то транслировать. Делать, может быть, выводы, мои дорогие. Потому что выпадает еще змея. Змея, ну, у нас, во-первых, сейчас год змеи, пока еще только в феврале у нас будет смена по китайской астрологии на год лошади. И поэтому змея, она как раз и умеет все так вот подметить, как будто просчитать, как будто будет тот момент, когда вам нужно будет сказать «пора». Но, наверное, не в ближайшие все же дни. Вот эти ближайшие дни мы тут сами себя бережем, что-то анализируем, может быть, узнаем, ищем дополнительную информацию. Вот интересно, смотрю, что у вас еще совпало, я не вижу много совпадений. В принципе, как будто нет того, что прямо тут что-то переворачивается, меняется. Но, может быть, вам дается этот период именно для того, чтобы вы сами с чем-то определились, хочется сказать так. Но мы сейчас дополним, хоть я и не вижу больше совпадений. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что нам подскажут карты. Может быть, это вы, знаете, уже сомневаетесь во всем и вся. Потому что какая-то прежняя ситуация вас теперь заставляет быть более осмотрительными. Но у вас, тем не менее, смотрите, совпадает таки именно ключ. Ключ – это как открытый путь. Ну, видимо, прежде чем мы отправимся в какое-то судьбоносное путешествие, ну, я так условно говорю, или мы решимся на что-то, с чем-то разберемся, может быть, вот этот период и совершенно необходим. Возможно, это вас больше радует, когда вы теперь уже, знаете, как по части именно персон каких-то сделаете важные выборы или выводы. Кто со мной? Или
могу я в принципе доверять этому человеку? Будет ли у нас что-то продолжено? Вот здесь есть какая-то, может быть, и двойственная ситуация, которую кому-то нужно решить. Просто, видимо, у кого-то это касается либо работы, а у кого-то, может быть, и дома, или взаимоотношений именно в личном плане. Может быть, это и родственники, или соседи. Тут ведь любая ситуация может быть. И пока я с вами говорила, не вижу я больше совпадений, поэтому давайте пойдем дальше. И коль уж мы с вами сказали, что скоро, что неожиданно, ну вот прям приготовьтесь к началу нового этапа на дне колоды. Карта Шута. Это радость, это возможности. И коль мы с вами спросили, да, что скоро, что неожиданно, вот давайте это мы и узнаем. А я пока перемешиваю карты, приглашаю вас на свой сайт, приглашаю вас на телеграм-канал. И ссылки я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, буду вам искренне рада. А также читайте мои статьи, подсказок, я думаю, будет больше. Переходите на мой сайт, потому что у меня статьи самые разные. Итак, так что же для вас, мои дорогие, скоро? Вот буквально со дня на день. Что там скоро будет происходить? Ух, королева огня. Может быть, есть какая-то конкретная персона, не обязательно, что это женщина, девушка. Ну, не будем по полу рассматривать карту. Ну, вот есть тот человек такой харизматичный, притягательный, очень интересный, но он сам по себе. Вот вы конкретному можете и не доверять. Более того, для кого-то совпадет человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Это у нас Овен, Лев или Стрелец. Или, кстати, может иметь асцендент человека и даже и не знать об этом. Жизнь научила королеву огня опираться на самую себя, надеяться на себя. Она уже прошла какой-то сложный путь, она тоже никому не верит. Вот, кстати, что скоро? Тут может быть даже в отношениях нашла коса на камень, да, к примеру, мы смотрим на вас, и тут много сомнений, да, каких-то, или недоверия. Но то же самое может быть со стороны другого человека, который точно так же, может быть, наблюдает и ну, явно не всем доволен, но он вам об этом никогда не скажет. Ведь по этой карте идут люди, которые умеют хранить тайны свои и чужие. Так что же там скоро, если уж есть такая персона? Может быть, это какая-то тема, как с вашей стороны обновить отношения. Все-таки паж, да, это всегда новизна. С другой стороны, это может быть как какая-то весть, потому что пажи у нас вестники, которые приходят как новость, именно связанная с этим человеком. Может быть, точно так же вы можете услышать что-то, как стороннее, да, именно о конкретном человеке. Но всегда, особенно в этой колоде, поскольку она, именно эта колода, она в таких более добрых энергиях. И, кстати, ее прорисовала и всемирно известная художник, психолог и таролог с огромным стажем Колет Барон Рид. Твердое намерение процветать, тем не менее. Начало именно с позиции, что хоть камни с неба, а процветать я намерен или намеренно. И это значит, как знаете, были замыслы, может быть, да, или были какие-то и цели поставлены, но не было какого-то действия. Так вот теперь вы больше настроены действовать, по крайней мере, какими-то осторожными шагами. Вам хочется выйти из какой-то зависшей ситуации. У кого-то, я допускаю, может быть зависшая ситуация, как и по работе, но ведь это может быть и в личной жизни. Но карта нам говорит: ты подожди, ты тут особо не торопись. Правда, тут нас не подгоняет эта карта. Как бы ни странно это ни звучало, может быть, она олицетворяет какую-то зависшую историю, которая тянется слишком долго. Но, может быть, и приходит скоро, да? Придет, например, как необходимость важные диалоги провести или прояснить что-то. И тут будет важно не молчать, а именно прояснять, потому что, ну, нам нужно принять во внимание, может быть, даже если прежний период был какой-то как затишье, да, или, ну, как на паузу, или мы себя словно в этом подвешенном состоянии уже в роли жертвы могли ощущать. Я такое могу тоже предположить. Но, видимо, теперь вот это намерение процветать, это как побудительный мотив разобраться с какой-то зависшей ситуацией. Так что же там скоро? Первосвященник. Ух ты. Да тут прям как по судьбе.
Мы часто говорим, это как карта Иерофант. И проходят какие-то процедуры, подписание документов, обращение в какие-то инстанции. Может быть, вы даже с этим человеком вместе куда-то пойдете. Или от этого человека зависит. Может быть, человек вам будет помогать. Я такого тоже не исключаю. Или есть какое-то взаимодействие. Но я вам могу сказать однозначно. Есть какая-то персона в вашей жизни. И отношения с ней, по крайней мере, со дня на день будут продолжаться. Вы можете тут передумывать, у каждого как-то по-своему. У кого-то со знаком плюс, у кого-то наоборот с минусом. Ну почему нет? Значит, важное решение вы все-таки примете. То есть вот намерение процветать, оно присутствует, никуда не денешься. И может быть из какой-то зависшей истории или долгоиграющей вам захочется как выйти, разобраться. Но, наверное, тут придется как-то действовать, может быть, или как по закону, да, все-таки иерофант, первосвященник — это какие-то традиции как минимум, или то, что принято в обществе, или то, что мы сами понимаем, может быть, сообразно вашему менталитету, что это, в принципе, принято, как в вашей среде, может быть. Тут ритуалы идут, но какая-то практика в первую очередь. А может быть, это важный разговор, потому что Колет барон Рид даже прописал обмен клятвами. Представляете? Все как серьезно может быть. И это буквально скоро. То есть это данные какие-то обещания. Может быть, я не исключаю, кстати, это вы могли дать какие-то обещания прежде. Правда? Подписать какую-то бумагу или составить какой-то документ. Согласиться в чем то участвовать, пусть даже без документа. Вы сами могли согласиться прежде, потому что вы считали так правильно. Но вот так по какой-то причине это, для вас видится либо целесообразным, может быть, кто-то и думал, что вы как будто должны. Ну, давайте еще одну карту достану. Так, а что это такое вот вообще? И мне тут не совсем понятно. Королева воды, правда? Как будто это может быть такая история, которая сугубо личная, причем у кого-то, знаете, как есть один человек и есть другой, да, вот мы говорим третий лишний. И не обязательно, что это любовный треугольник, а у нас карта первосвященник может свидетельствовать о том, что есть, может быть, и человек, кстати, по королеве жезлов, это может быть как человек, к которому вас очень тянет. Это какая-то страстная любовь, да, или какие-то чувства к этому человеку. И не просто чувства, а когда мы хотим быть вместе с этим человеком. Но тогда с учетом аркана первосвященник и королевы воды есть все равно какие-то условности, третьи лица. Третьи лица имеется в виду какие-то советчики или какие-то, ну, может быть, просто ситуации, которых вам нужно что-то будет и прояснять. Причем тут наскоком не решишь. Тут мудрость какая-то должна быть проявлена. По-другому мы вряд ли решим положительно какой-то вопрос. Но для кого-то из вас будьте к этому готовы. Две королевы — это уже немало. А вас действительно могут сплетничать, мои дорогие. Или словно наблюдать. Ну и где-то это совпадает маска и змея. Ладно, а что ж тогда неожиданно для вас? Что неожиданно в ближайшие дни? А вы словно складываете оружие. Теперь уже все то, что случилось, вы видите, ну, таким совершенно спокойным взглядом. Не хочется ничего доказывать, не хочется ничего объяснять. Может быть, неожиданно для вас, когда вам не захочется в чем то участвовать. Вот вы в этом участвовали, а теперь вы скажете: «Хватит, баста». Хотя я точно так же могу предположить, что кто-то помирится. Иногда четверка воздуха. Вот мы сложили это оружие, мы не хотим больше спорить. Мы готовы договариваться по тузу воды, чтобы это не было неожиданно. Тут хочется сказать, как какое-то освобождение. Может быть, освобождение для кого-то от ссор, от перепалок, от недопонимания. Ну, а для кого-то наоборот, если вот действительно, как по первому ряду, была сложная ситуация, запутанная, да, то тогда, где-то не без вашей аналитики, где-то и не без того, как вы именно хотите и какие методы вы будете использовать. Тут все таки разные могут быть вопросы, но по тузу воды тут все решается так, как вы этого хотите. Вообще, в этой колоде у нас изображен морской конек, обратите внимание. Когда-то очень давно морской конек был символом изобилия,
процветание, может быть, Колин Барнрид как раз и хотела это нам передать, потому что по этой карте она и прописала изобилие, процветание, возможности, радость и счастье, мои дорогие. Вот это то, что неожиданно. Вот такая есть возможность быть счастливым, быть довольным, ну, для начала самим собой или самой собой, что неожиданно. Да, тут вы сами будете, может быть, выходить из какого-то тупика. Вам не захочется соглашаться, может быть, даже с тем, что вы долгое время как на себе тянули или долгое время как были вот в такой позиции. Вам-то от этого плохо, а кому-то хорошо. Ведь очень часто по девятке огня проходит, знаете, как мы сделали все, что могли. И, видимо, в зависимости от того, какая у кого ситуация, вы можете сказать и поблагодарить себя за тем, что именно вы сделали что-то правильно, может быть, выдержали какой-то период, а у кого-то это может быть и та ситуация, когда вы скажете, ну вот все, теперь уже какой-то финал, потому что именно я сделала все, что могла, ну или сделал все, что мог. Что неожиданно еще? Трансформация. Вот мне нечего добавить. В этой колоде карт 13-й аркан именно трансформация. Что-то меняется. Тут, знаете, тут могут быть и такого рода приключения, когда не только вы хотите что-то изменить, а это как-то совпадает с желанием других людей тоже. И здесь мы можем тогда прояснить какую-то ситуацию благодаря искренним диалогам. Но вот как прежде оно не будет. Это время перемен. Где-то карта призывает, что неожиданно смириться с происходящим, отпустить старое, чтобы новое могло радовать, понимаете? Может быть, поэтому и вам придется как и решить какие-то вопросы, но точно так же я могу предположить и решиться, чтобы выйти из какого-то, как небытия, так и хочется сказать, вот что-то зависло. Может быть, таким образом высшие силы пытаются, ну, как-то направить вас на конечное решение. Давайте узнаем, а к чему это все идет. Для вас, мои дорогие, паш огня. Ну, во-первых, сил будет больше для вас, это точно. Это само по себе желание, ну, знаете, жить более активной жизнью. Это какая-то есть идея, может быть, у вас, вам что-то хочется менять. Для кого-то я могу предположить, может быть, и сведения от ваших детей. Ну, для кого это актуально. Но к чему это все идет? Все же пажи– это вестники, поэтому тут какая-то новость, которую в ближайшее время вы можете получить следом, да, вот за тем, что скоро и неожиданно. К чему это все идет? Вы сами можете, посмотрите, тройка воздуха и паш огня. Вы сами можете принять какое-то такое решение. Может быть, это будет путем обдумывания, такого анализа, аналитики, но, значит, для кого-то и это совершенно необходимо, может быть, сказать себе: "Я сделал все, что мог, а сейчас уже все". Теперь уже как будто не то, что обстановка изменилась и что-то препятствует нам идти вперед, а тут мы сами не хотим. Очень символично, потому что по тройке воздуха я часто говорю, что это карта будущего, всегда тройка. Но воздуха мы знаем, что это как тройка мечей, это какое-то прежнее разочарование. Это разочарование может быть как и по ситуации, но чаще это, конечно, связано с людьми конкретными. Но теперь в этой карте тут буквально так и прописано: дух срывает планы. То есть дух срывает ваши планы. Да, тут что-то именно меняется, словно запуская эту трансформацию. Но именно это, какой-то прошлый опыт вас защищает. Пришло время лучшего. И все, что происходит, это не случайно. А с учетом пажа, огня, вот той карты, которая у нас первая выпала, то, скорее всего, здесь, знаете, какие-то первые шаги вы будете делать. Но не рискуйте, мои дорогие. Вот все же эта карта, она может где-то говорить, что мы слышим новости, нам прямо вот как в бой хочется ринуться. Нет, тут только начало проекта или, знаете, вот как, к примеру, твердое намерение процветать по пажу земли, да, а здесь не рисковать собою. Поэтому какие-то осторожные действия, они все же предусмотрены. Королева земли, смотрите, третья королева. Поэтому да, вы как можете находиться в центре внимания. К чему все идет? Может быть, это вы разбираетесь кто-то с личной жизнью.
Кто-то будет разбираться с работой. Королева Земли, она тем и отличается, что она умеет из любого хаоса и бардака отстроить порядок. И пусть много персонажей, пусть какая-то даже многозадачность. И знаете, вот в каждой задаче своя какая-то путаница, поэтому тут может быть и великая путаница также. Но энергетика этой карты, если мы спросили, к чему все идет, сумеете вы все расставить по местам. И даже если у вас сейчас сложное какое-то положение, может быть, в том числе отчасти и финансовое, то, все равно есть возможности, ну, как бы, идти вперед или отстроить свое благополучие. Ведь не случайно по этой карте идут и новые территории, мои дорогие. По этой карте идет, как и новый бизнес, новая работа. Почему новая? Потому что королева Земли — это единственный такой персонаж в колоде, который сначала, как сказку, да, или какой-то свой план, который есть в ментальности, обдумывает, а потом реализует сама. И вот никто не подводит, согласитесь, когда мы действуем сами немножко по себе. Но мы тогда более, может быть, и расчетливы, не без этого. Но вместе с тем, ведь эта королева Земли может говорить, конечно, о человеке, и очень часто идут это наши близкие. Но это те люди, часто очень, как, знаете, заботливая мать, добрая жена, хорошая хозяйка. То есть вот такие эпитеты. Очень на самом деле добрая карта — это как новое качество жизни. Если мы смотрим просто энергетику, а мы спросили, к чему это все идет. И пусть даже эта жизнь будет более продумана, но она реальна. Здесь нет места грустным мыслям. Здесь какие-то правильные действия. И я могу сказать тогда точно, какая-то путаница, она шаг за шагом будет отступать. Может быть, вам об этом говорят карты. И к чему это все идет? Ну, вот то, что у вас было, да, на дне колоды, я говорила, когда карты выпали, несколько карт, и на дне колоды нам показалась карта нулевого старшего аркана. Ну, вот здесь, как считайте, жизнь, как новая эпоха, может быть, новый этап вашей жизни. Это, безусловно, энтузиазм, освобождение, может быть, и от боли, от страданий. Это, знаете, где-то сила желания, и которая совпадает с нашей активностью. Может быть и так. Конечно, по этой карте единственный момент, что еще пока нет согласия с логикой. Вот этот есть момент. И, безусловно, мы знаем, не сглупить, я часто это говорю, поэтому ощущение возможностей нам дарит какой-то азарт к жизни. Вот это точно, к чему все идет. Это и больше и сил, больше планов, больше возможностей, но все-таки быть осторожным, да, чтобы не оступиться, определенно стоит. Так а что ж тогда это к чему придет или что прояснится? Двойка воды. Ну, наверное, тут у каждого по-своему. Очень добрая карта. Две рыбки золотые. Во-первых, могут означать у кого-то, правда, решение вопроса, связанного с переездом. Раз для кого-то это будет вопрос, который касается сферы финансов, буквально деньги. Или то, что может быть имущество, движимое, недвижимое, любое. У кого-то на кону, да, такой вопрос. Значит, тут тоже это можем прояснить. Безусловно, двойка — это взаимодействие, и стало быть, это уже где-то дипломатия. И, безусловно, также это у кого-то может быть, если был любовный треугольник, значит, вы сами можете захотеть именно что-то прояснять, потому что в прежнем каком-то статусе вас это не устраивает, вам так не нравится. Поэтому шаг за шагом, вот, наверное, эти добрые перемены, ну, или вы к ним приближаетесь, или они так складывают для вас палитру событий, чтобы именно для вас сложилось какое-то гармоничное партнерство, когда один дополняет другого, будь то работа, будь то личная жизнь. Есть какие-то темы, которые должны прояснить именно вы. Причем, может быть, они сами как спонтанно возникают, или люди поднимают эти темы, и вам будет очень важно в этом проучаствовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, вот как не отказаться, понимаете? Потому что, ну, все же я не скрою, много карт, которые могут свидетельствовать о том, что вы слишком что-то заанализировали. Но я имею в виду, когда могли погрузиться в какую-то, ну, такой как в свой кокон или вот в ракушку, да, в какую-то залезть. Может быть, этому предшествовал какой-то очень сложный период. Да, я такое вполне допускаю. Все же тут
есть, какая-то пауза, да, вот это она не случайно же, да, и вот по аркану повешенный, тут же есть то, что нас разочаровывало. Да и по тройке воздуха это тоже могло расцениваться нами как предательство. Но, видимо, вот уже эти прошлые энергии или энергии прошлого, они пытаются освободить вас, мои дорогие. Вот именно уже энергиям надоело, может быть, находиться вот именно или присутствовать в вашей судьбе, как будто настало время перемен. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я вас благодарю за ваши душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.